Здравствуйте, друзья! В эфире «Пластмассовый енот», канал о ТПА и не только. И мы снова в гостях у компании «Полимер Быт». Это один из крупнейших производителей пластиковой продукции для дома и быта, который есть в каждом супермаркете. В прошлый раз мы показывали вам экскурсию по производству компании, а сегодня мы с Геннадием поговорим про материал. А материала здесь очень много. Здесь очень много полипропилена, я увидел. Здесь стоят просто горы полипропилена. Вот там стоят мешки. Вот там еще есть один внутренний дворик. Там тоже все в полипропилене. Вот эти большие бандуры, в них тоже говорят полипропилен, по них мы сейчас как раз поговорим. Мне кажется, можно построить стену из полипропилена, может быть даже дом из полипропилена или, не знаю, маленький город, наверное, можно построить в Майнкрафте из полипропиленовых мешков и играть в нем в снежки из полипропилена. Геннадий тщательно скрывает точные объемы полипропилена, которые они перерабатывают. Вот, оно и понятно, и очень много. Вот, но, дорогие друзья, если вы хотите перерабатывать столько же полипропилена, сколько перерабатывает Геннадий, обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. И еще комментарий напишите, сколько полипропилена вы хотите перерабатывать. Будем соревноваться в количестве полипропилена. Теперь, Геннадий, расскажи, вот этот весь горы эти полипропилена, это одна марка или это какие-то разные виды материала? Да, действительно, полипропилен – это основная марка перерабатываемая нами сырья. Полипропилен двух видов – это гомополимеры и рандом. И ту, и другую марку мы берем в Сибури. Вот, гомополимер мы используем для всех изделий из пластика, что идут под закрас. То есть все цветные пластики это сделаны из гомополимера. Это матовый получается, как и на вид. И он получается яркий, насыщенный, различных цветов. Вот. А если изделия прозрачные, там ланчбоксы прозрачные, крышки к ним, то это уже рандомы. То есть это все два вида материала? Все, что мы видим, основа это два вида? Это два вида материала, да, которые к нам приходят, правильно вы сказали, в сотнях тонн по месяцу. Разгружаем мы его на палетах на улицу, после чего происходит процесс закачки в хранилище силоса. То есть палеты это вот это то, что мы видим, стоит на улице в мешках. Да, вот приходит фура с материалом, и мы ее разгружаем на улицу. После чего уже происходит закачка в силоса. То есть берет погрузчик этот весь палет и относит его в зону, где происходит его растарка. Да, режут мешок просто и высыпают его в силос. Да, все верно. Все верно. Это происходит вручную, да, сейчас? Сейчас это происходит вручную, да. А есть планы как-то это механизировать, автоматизировать? Да, в будущем есть идея этот процесс механизировать, то есть есть специальные линии растарки сырья из мешков. Я думаю, мы придем к вот этому решению, и у нас будет такая линия. А можем вот этот участок показать, где происходит растарка? Да, давайте покажем участок. У нас погрузчик заезжает сюда, ставит палету. И там уже работник каждый мешок по отдельности разрезает и ссыпает бочку. Это сколько? 50 килограмм? 25 килограмм один мешок. 25 килограмм мешок. Да. Работа такая не из легких, да? Да, работа серьезная. Работают крепкие парни. Насколько хватает человека? Насколько большая текучка вот на этом участке? Здесь работают постоянные люди, годами работают, да, и уже приобрели там сноровку, опыт в этом деле. Им равных нет. Не каждый человек сможет за смену руками перекинуть 20-30 тонн сырья. А они уже знают, что робот планируется на этот участок вместо них? Они уже знают, да. То есть мы их отправим на другой участок работ. Без работы никто не останется. Есть еще что перегружать его? Конечно. Конечно. Ну вот мы обычно привыкли, что материал, он загружается там двумя способами, да, либо это человек с ведром или с мешком, туда его загрузчик, или там в воронку, да, там в сушилку поднимается по лесенке, его загружает. Либо второй вариант, там висит вакуумный загрузчик, там шланг в мешок засовывают, включают периодически загрузчик, либо автоматически включается и засасывает материал. Я так понимаю, у вас с вашими объемами все реализовано немножко по-другому, более технологично, да, на
более широкую ногу. Да, то Никаких там есть, беденек с лесенками у вас нету. Нет, у нас все сырье, которое мы загрузили в данные силоса, оно через систему труб вакуумными насосами подается непосредственно к каждой литьевой машине. Долговременное хранение это вот в силосах оно, да? Да, Лежит да. все сырье. А сколько каждый силос? Объем или вес? Ну, каждый силос порядка там, от 60 до 80 тонн в него 68. вмещается сырья. А здесь не происходит ни сушка, ни подогрев, ничего, просто здесь хранится. Нет, это участок хранения сырья. И здесь нагнетается давление, чтобы оно потом сырье переходило Да, по по трубам. специальным системам трубопроводов данное сырье попадает в каждую литьевую машину отдельно. Причем есть возможность переключения ГОМа, рандома и обратно. Клапана какие? Да, да, пересоединяем патрубки, и одна и та же машина может сегодня лить изделия из ГОМа, а завтра из рандома, если так спланирован ассортимент. А вот есть какая-то другая технология, как можно в силосы загрузить сырье? Я смотрю, вот трубы здесь стоят, похожие на пожарные. Какой-то более технологичный, чем из мешков пересыпать. Есть система, машины, большие полимеровозы, похожие на бензовозы, только в них вместо бензина гомополимер сыпучий. Вот, машина подъезжает и сливает, грубо говоря, этот материал сразу в силос. Вы не используете такие Нет, не машины? используем, потому что эта процедура занимает порядка часа, и придется перегородить тогда машиной весь рабочий проезд. Вся логистика. Да, и испортится. чтобы не создавать трудности, мы все делаем руками. Ну что, посмотрим, как это работает дальше внутри. Вот сырье по трубам поступает в цех на центральную магистраль. И с центральной магистрали уже идет раздача через шланги на каждую литьевую машину. А откуда берется давление? Давление берется насосами. В силосе находится насос? Да, да. Ага. И здесь уже идет, То есть здесь находится Идет подача. под давлением подача уже, да? да, материала? да. То есть открывается автоматически клапан, и сырье поступает непосредственно в литьевую машину. То есть, получается, должно быть две трубы. У вас же два вида материала, да? Да, вот так Должно и есть. быть Вот две взять, трубы. вот взять. Одна это рандом, другая гома. То есть сейчас подсоединена на машину гома. Тут, Потому кажется, что идет сильно больше, чем две трубы. Вот. это на другие машины. Вот с две этих же спускаются, это одна рандом, другая гома. То есть сейчас мы делаем изделие непрозрачное, то есть используем гомополимер. А потом просто А шланг потом меняется, шланги да? меняют, да, и здесь можно поставить вот такое же изделие, но, например, вот с прозрачным исполнением. И стоит на конце шланга какой-то клапан, который открывается, Да. закрывается в Да, зависимости да, от да. наличия материала сушилки. А Всё верно. сушки, получается, не производятся, да? Я смотрю, здесь Сырье изначально сушилок сухое, нигде нет. потому что Сибур поставляет в мешках. Оно сухое, сразу же в силос мы засыпаем, там влаги тоже нет, и по трубам оно идет, не соприкасаясь с влагой, с материал водой. не сушите. Да. Сразу же используем, как его поступил на завод. В таком А вот виде мы его это израбатываем. большой механизм, это загрузчик или что это получается? Это дозатор. Система А, дозатора. дозатор. То есть здесь мы добавляем Еще краситель и белый. краситель. А краситель добавляете уже здесь. На уже каждой рабочем машине месте. мы добавляем свой краситель. В зависимости от ассортимента, какой краситель необходим, такой цвет изделия получается. Стараетесь на одной машине один и тот же цвет одного и того же материала использовать, чтобы меньше выгонять материал? Да, все верно. То есть стараемся не мешать ежедневно там белые и черные цвета, Чтобы не портить материал просто лишний. А у вас еще же есть материал эластичный, да, ТЭП? По нему тоже централизованная подача? Есть степы, нет, их используем с мешков с пола, то есть мы мешки высыпаем в бункеры, и бункер стоит уже возле литьевой машины. То есть он срабатывает, как мы говорим, с пола, этот материал. Ну, то есть там, я так понимаю, объемы на порядок меньше. Конечно, объемы меньше, и поэтому какую-то централизованную систему подачи смысла проводить нет. А как давно у вас эта система реализована? Она уже давно, больше 30 лет. Больше 30 лет реализована. То есть это вы сами ее проектировали, заказывали по Да, детально, да, не, да. Под ключ проект не покупали? Все индивидуально мы
проводили. Для нас специально была разработана эта система и установлена со всеми нашими доработками и нюансами. В России ее вам производили, Нет, изготавливали? нет, это не Россия. Европа? Это и в Европе, да. А что с вторичкой? У вас ледников практически не бывает? Брак или литники, которые у нас получаются в процессе производства, мы срабатываем сами. Есть дробилка. В дробилке это все перемалывается в крошку и снова используется на неответственные изделия. Силос или Нет, отдельно? также с пола она срабатывает, то есть на какие-то там вешалки или подставки для обуви, то есть неответственные изделия. То есть силос только первичка, не окрашенная в гранулах. Да, всё Уже верно. окрашивание, добавление вторички, такие другие материалы вспомогательные. Всё уже на типа, месте. Это уже на Всё месте. да, вот здесь Традиционными литьевой машиной. загрузчиками до Да. пола забирается. Да, все верно. А как идет подача? Например, один силос сегодня используется, и из него подача на весь цех идет, да? Или там как-то они А это делятся? по ассортименту смотрят, какие изделия переключаются либо на гомополимер, либо на рандомы. И идет из разных силосов по цехам. То есть здесь уже смотрят технологи, механики, какие удобнее подключать силоса, те и работают. Ну, я имел в виду, например, у вас стоит 10 силосов. Подача идет из 5 одного материала, из 5 другого. Да, Вот да. эти 5 они сразу подают или по одному? Один, второй, третий? Нет, потом четвертый? используются сразу же все, Сразу все все силоса, да, по чуть-чуть. И нет такого, что один силос мы в ноль осушили и пошли за вторым. Нет, здесь Параллельно. все, И, соответственно, магистраль тоже одна идет, да? от них? да. Это был пластмассовый енот, а это была компания «Полимербыт». Большое спасибо Геннадию за очень интересный, содержательный диалог, можно сказать, интервью. Надеюсь, вам было интересно смотреть наш ролик. Пожалуйста, не пожалейте 5 минут. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Поставьте лайк и напишите в комментарии, какие материалы вы используете в производстве и о чем хотели бы видеть ролики в дальнейшем. И главное, не забывайте, профессионалами не рождаются, ими становятся.